Глава 78. Фэн Синьи Муцин. Оставшись за спиной селяня, удивленно застыли, воскликнули «Ваше Высочество» и немедленно выбежали вперед, защищая принца с двух сторон. Тем временем собравшиеся вокруг люди уже увидели юношу в белых одеяниях, который вышел на середину улицы Шинью. После недолгого беспорядка процессия снова построилась. Более 1000 человек, напирая друг на друга, окружили селяня. И вот раздался первый неуверенный голос: «Вы». «Вы, его высочество, наследный принц», второй с сомнением заметил, «но разве не говорили, что его высочество, наследный принц, давно вознесся? Он больше не простой смертный, как он может появиться здесь?» Третий громко выкрикнул: «Это он». 3 года назад во время торжественного шествия на празднике фонарей я видел его своими глазами. Это его высочество, наследный принц. С каждой секундой все больше людей узнавали бога войны, которому они денно и ночно возносили молитвы. Селянь медленно произнес: «Это я. Я вернулся». После этого люди сошли с ума. Нисхождение божества. Это истинное нисхождение божества. Небожитель сошел в суетный мир, наверняка его высочество спустился лишь потому, что не смог больше видеть, как мы терпим унижение от этих разбойников. Кто-то тут же с надеждой спросил: «Ваше высочество, наследный принц, вы ведь поведете нас в бой, чтобы разбить людей Юнаня? Вы ведь наверняка так и сделаете». «Уверен, так и будет», — помолчав пару мгновений, селянь спокойно ответил: «Я вернулся, чтобы защитить государство Синьле. Защитить мой народ». Даже Фэн Синьи Муцин, которые стояли рядом с принцем, услышав эту фразу, не посмели утверждать, что же она, в конце концов, означает. Однако люди, которым в голову ударила горячая кровь, восприняли ее так, как им хотелось. Селянь же имел свой собственный замысел. Он ощутил, как сердце бьется все быстрее, стиснул зубы и добавил: «Верьте в меня». Принц сжал кулаки. «Ваша вера даст мне больше сил. С этими силами я до самой смерти буду защищать Синьле, защищать всех людей. Прошу вас, верьте в меня». Именно этой секунды и ждали люди, именно это обещание жаждали услышать. Толпа мгновенно разразилась пылкими овациями и принялась падать на колени, круг за кругом кланяясь в ноги его высочеству, наследному принцу. «Клянемся до смерти следовать за вами. Следовать за его высочеством, защитим Синьле». Едва жители столицы услыхали, что небожитель сошел в суетный мир, они все стеклись сюда с городских улиц и переулков, чтобы узреть чудо, которое бывает раз в 1000 лет. Даже воины императорской стражи, подоспевшие на новость, не посмели воспротивиться всеобщему порыву и присоединились к поклонению. Троица оказалась зажата посреди улицы, так что трудно сделать шаг. Фэн Синью и Муцину в попытках навести порядок пришлось выкрикивать: «Не толпитесь, никому не толпиться». Впрочем, особого действия это не возымело. Каждый хотел протиснуться как можно ближе к тому месту, где стоял его высочество, наследный принц, дотронуться рукой до края одежд божества, сошедшего с небес. Людям казалось, что таким образом на них словно снисходило благословение и счастье. В итоге пришлось потревожить государя в императорском дворце, чтобы он повелел послать нескольких генералов с солдатами, облаченными в полное обмундирование. Только так удалось отогнать разгоряченную толпу. Когда люди разошлись, на земле, среди оставленных ими бесчисленных следов и оседающей пыли, селянь кое-что увидел. Принц подошел ближе, наклонился и поднял предмет с земли. Цветок. Растоптанный множеством ног, он почти превратился в грязь. Только на нескольких уцелевших лепестках еще можно было разглядеть белый цвет. Легкий аромат, уже несравнимый с прежним, совсем скоро рассеялся окончательно. Селянь кое-что осознал, и в этот раз, когда вернулся во дворец, его отношение к государю заметно смягчилось. Поэтому и государь стал относиться к нему с большей теплотой. Отец и сын уступили друг другу, а значит, между ними временно был достигнут мир. Что до советника, он не сказал ничего, похоже, давно предвидел, что селянь спустится в мир людей. Селяню когда-то казалось, что у государства и душа едина,
И перед лицом великой беды все люди, что само собой разумеется, станут слушать своего государя. Однако, когда принцу самому пришлось сесть и принять участие в государственных делах, он на себе испытал, как много тревог таит в себе статус главы государства. Оказалось, что чиновники, служащие одной династии, еще и разделяются на множество мелких фракций, каждая из которых на все имеет свое мнение, и между собой они могут 7 дней без передышки спорить о том, как же все-таки следует поступить, чтобы разрешить важную проблему. Каждый из чиновников в каждой фракции заявлял, что действует в интересах государства и народа, но на самом деле мог думать совершенно иначе. Что же касается вопроса о людях из Юнани, которые обосновались за городскими стенами и формально намеревались сражаться с ними на равных, тут мнения чиновников никак не могли прийти к единому решению. Кто-то выступал за то, чтобы сразу послать солдат и уничтожить мятежников, а если причин для этого недостаточно, выдумать несколько преступлений. Кто-то с этим не соглашался. Восстание Юнани началось со стихийного бедствия, а разгорелось из-за людской трагедии. Семья из 3 человек, что погибла под воротами столицы, стала вступительным запевом, хуже которого и придумать было нельзя. И если бы тот генерал, что обрубил веревку, не погиб по вине Лан-Ина, голыми руками свернувшего Тому шею, по возвращении его ожидало бы суровое наказание. Говоря без прикрас, какой бы сложной ни была ситуация, сколько бы ни было первопричин, снаружи все выглядело так, будто это чиновники и тирания государя заставили народ бунтовать. Дело приняло такой оборот, что народный гнев бурлил и клокотал, и выдуманные обвинения в их адрес вызовут еще более бурную негативную реакцию, и тогда никакими правдами и неправдами людей не задобрить. Приказ солдатам уничтожить мятежников станет жестом истинного тирана, которого трудно назвать борцом за справедливость. Но заткнуть рот народу труднее, чем остановить реку запрудой. И если оставить за собой славу бесчеловечного правителя, не только свой народ перестанет подчиняться, но, возможно, даже ближайшие соседи из других государств воспользуются возможностью для нападения, прикрываясь флагом вершителей высшей справедливости. А если взглянуть с другой стороны, что может быть страшного в этой горстке людей из Юнани? Они ютятся посреди пустынных гор под открытым небом, без пищи и оружия, сколько еще они смогут наводить смуту, поэтому в итоге наибольшее количество сторонников набрала следующая позиция: и если люди из Юнани посмеют напасть, сколько раз придут, столько раз и будут уничтожены, и если же нападение не повторится, пусть они существуют сами по себе, вовсе не стоя ни потерь со стороны армии Синьлэ. Повоюют, да и сами истратят все силы без остатка. Как бог войны, сошедший в мир людей селянь, разумеется, непременно должен был показать себя в действии на поле боя. Поэтому неизбежно среди войска началось активное распространение идей: те, кому примкнул его высочество наследный принц, и несут знамя справедливости. Армия, на стороне которой его высочество наследный принц, это и есть божественное войско. За короткое время огромное множество молодых мужчин со всей страны с энтузиазмом вступили в ряды солдат, и всего за несколько месяцев армия государства Синьлэ резко удвоилась в количестве. Шум поднялся такой, что и до Юнани тоже дошли вести. В начале набеги мятежников можно было назвать многократными, горстка за горсткой. Но теперь они вдруг притихли, будто бы опасливо выжидали и втайне накапливали силы, отчего и армия Синьлэ пребывала в крайнем напряжении. Солдаты неустанно в красках описывали селяню, насколько страшен этот Лан-Ин, каждый раз рвущийся в бой в первых рядах. Слыша это имя, принц вспоминал труп малыша, который увидел тогда, и его обуревали двойственные чувства. Спустя 2 месяца армия Юнани, которая долгое время сдерживалась, наконец решилась на новое наступление. На эту битву селянь вышел с одним лишь легким мечом, не надел даже доспехов. Не прошло и часа, как сражение завершилось. Казалось, небо и земля покрылись кровью. Жалкие остатки армии Юнани, потерпев сокрушительное поражение, отступали в неистовом ужасе. Воины же Синьлэ даже не успели отреагировать, как увидели, что вокруг них только лежащее на земле тело, ни один враг не остался стоять. А его высочество, наследный принц, медленно убирает меч в ножны, и края одеяний не запятнав.
Лишь спустя несколько мгновений они убедились, что их сторона одержала подавляющую победу, радостно запрыгали, вскинули мечи к небу и разразились криками, не жалея эмоций. Тем вечером воины армии Синьлэ устроили празднование триумфа прямо в башнях на городской стене. Воины воспрянули духом, чего не случалось уже давно. Они ликовали от радости и поднимали чарки, восхваляя его высочество наследного принца. Селянь же отказался от поднесенного вина и пошел на край башни постоять на ночном ветру и освежиться. Он явно не выпил ни глотка вина, однако ощущал, как горит сердце и пылает лицо, к щекам прилила кровь, а кончики пальцев едва заметно дрожали. Впервые в жизни Селянь убивал людей. И в первый же раз он убил сразу больше 1000 человек. Муравьи. В его голове повторялось именно это слово. Принц обладал такой силой, что простые смертные не выносили и удара, даже легкого нажатия никто не смог бы выдержать. Забирать их жизни оказалось так легко. Совсем как муравьев, которых тогда растоптала придворная служанка. До такой степени, что принц, орудуя мечом, едва не утратил ощущение глубокого почтения к чужой жизни. Селянь прислонился к зубчатой стене, несколько раз глубоко вздохнул и потряс головой, чтобы вытрясти эти беспорядочные мысли, потом задумчиво вгляделся вдаль, где в горном ущелье мерцали огни костров. Вскоре позади раздались шаги 2 пар ног. Оборачиваться не было необходимости, принц знал, кто пришел. Он произнес: «Вы не пойдете выпить немного вина, чтобы отпраздновать?» Муцин недовольно хмыкнул: «Что тут праздновать? Ситуация ведь не оптимистичная». Услышав его слова, Селянь обернулся. «Вы тоже это увидели?» Ситуация и впрямь сложилась не слишком радужная. Они выиграли эту битву, но на самом деле атака армии Юнани была намного сильнее, чем любая из предыдущих. Они не только прибавили в количестве, их построение, вооружение и маневренность — все это совершило качественный прыжок. Немало воинов даже облачились в доспехи. Пускай примитивно до безобразия, но они уже походили на настоящую регулярную армию. Трудно представить, что на самом деле это горстка деревенщин из самых низов. Муцин сложил руки на груди и нахмурился. Крайне тяжелые обстоятельства на самом деле могут заставить людей расти с невероятной скоростью. Но какие бы трудности и лишения они ни переносили, это не поможет им создавать материальные ресурсы из ничего. Здесь что-то не так. Фэн Синь же выразился без обиняков, четко и ясно, их наверняка поддерживают извне. Селянь согласно кивнул. Муцин добавил: «Я не верю, что среди нашего войска никто этого не видит. Но они все равно празднуют, наверняка только потому, что ты встал на их сторону, и они считают, что несомненно победят». В этом, тем не менее, Селянь ничего страшного не видел. Мы победили в первой же битве с моего появления, порадоваться им тоже не помешает, пусть это будет поднятием боевого духа. Фэн Синь, поколебавшись мгновение, все же сказал: «Ваше высочество, ты не очень хорошо выглядишь». «Ты все проливаешь дождь над землями Юнани», — Селянь утвердительно хмыкнул. Муцин, вполне ожидаемо не скрывая неодобрения, произнес: «Прости за прямоту, но сейчас не спосылать дожди уже бесполезно, это просто-напросто бездонная дыра. Ваше высочество, даже если засуха в Юнани в самом деле по-настоящему сойдет на нет, боюсь, эти люди за городскими стенами уже не отступят». Селянь ответил: «Я знаю. Но я не спосылаю дожди не ради того, чтобы они отступили, а чтобы те, кто остался в Юнани, не погибли от жажды. Это и есть моя первоначальная цель, и ее ничто не изменит». Фэн Синь все же переживал за него. «Ты сможешь вынести эту ношу?» Селянь похлопал его по плечу. «Не волнуйся, ведь у меня целых 8000 храмов и монастырей, и последователей достаточно. Конечно, все будет в порядке». Правда, другой рукой он обнял за плечо Муцина и вздохнул: «Как здорово, что вы двое мне помогаете. Я благодарен вам за то, что сегодня вы со мной». Сегодня на поле боя его двоим подчиненным пришлось намного тяжелее, чем ему. Убивая, они с ног до головы покрылись кровью. Фэн Синь ответил: «Не нужно больше говорить такое». Муцин же невнятно бросил:
Легким усилием рук Селянь сделал отношения между ними троими немного ближе. Принц искренне произнес: «И не только за сегодня, вообще за все время, я очень благодарен вам двоим. Надеюсь, в веках останется добрая слава о нас, сражающихся плечом к плечу». Молчание длилось недолго, Фэн Синь громко рассмеялся. Му Цин же, не веря своим ушам, произнес: «Я вот что заметил, тебе всегда удается так уверенно и без стеснения высказать слова, которые очень, просто», он покачал головой. «А ладно». Уголки губ Селяня, что далось ему с большим трудом, все-таки приподнялись вверх. Но улыбка держалась недолго, лицо принца внезапно сделалось суровым, он воскликнул: «Кто здесь?» Со звоном Селянь выхватил меч из ножен. Один легкий выпад, и из темного угла на краю зубчатой стены выскользнула темная фигура. Человек прятался в том углу уже давно, затаив дыхание и сосредоточив внимание, так что никто даже не заметил его присутствия. Селянь вначале хотел лишь припугнуть его, зацепив кончиком лезвия, но, к неожиданности самого принца, из-за сегодняшнего безжалостного убийства, которое он учинил на поле боя, рука его едва ощутимо дрожала, поэтому и силу удара он не рассчитал. Выпад получился слишком резким и сильным, поэтому он просто сбросил человека со стены. В свете луны в момент падения троица успела рассмотреть, что на человеке надета солдатская форма своей же стороны, а по сложению он походил на юношу лет 15-16. Спустя мгновение юнец полетел вниз и исчез за краем стены. Понимая, что тот сейчас упадет с башни и разобьется насмерть, Селянь про себя воскликнул: «Плохо дело», и совершил прыжок. Зацепившись носками за край зубчатой стены, Селянь свесился вниз и стремительно, не задумываясь ни о чем, схватил упавшего за руку. Молодой воин повис в воздухе, покачиваясь из стороны в сторону, затем поднял голову наверх. И когда Селянь в тусклом сиянии луны разглядел это лицо, принц невольно слегка округлил глаза.